Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я хочу поиграть в новом патче на богах плюс орках и, возможно, шаманах. Но так как здесь нету легендарного орка-шамана, да, вдруг кто не знает, в новом патче орк-шаман теперь это легендарная фигура. И я имею в виду про ту фигуру, которая дизраптор. Дизраптор это шторм. Ой, шторм. Я не помню, как он здесь называется. Ну, короче, это четверка шаман фиолетовый в прошлом патче был. Короче, вы поняли, я думаю. Не за 2 монетки, которая за 4 раньше была. Сейчас это за 5 монеток. А неплохой такой мне стол упал. Мне мехи пришли не со старта. Так вот, я буду играть, наверное, сейчас через охотников, либо же. Ну, вообще, лучше всего стартануть, наверное, через охотников. По крайней мере, я так считаю, а так как оно там будет, уже непонятно. Что я хочу сказать? Жесткий нерв шаманов. И нерв, и ап. Но на самом деле, я считаю, это жесткий нерв. Нежить никак не затрагивали, если что. Конкретно не затрагивали Муэрту. Муэрта такая же самая осталась в этом новом патче. И это на самом деле грустинка. Грустинка, потому что нежить стала в разы сложнее контрить. Так как она возьмет вас темпом. Так как если ей приходит вам чел через Муэрту, который будет ее керить, ее собирать и тому подобное, будет очень-очень тяжело. Кто-то может мне сейчас сказать, типа, да что ты гонишь, никакого тяжелого-то момента нету. Что там ту Муэрту контрить? Отчасти я соглашусь. Раньше, в предыдущем патче, было очень-очень просто контрить нежить в целом. Единственное, это была проблема с Муэртой. Сейчас же проблема во всем. И нежить тяжело контрить, и Муэрту совершенно тоже тяжело контрить. Разрабы, вообще не поняли проблемы, в чем сила Муэрты. Вот они вообще ее не поняли, и как бы всем плевать на это. Если вам не приходят жесткие фигуры, то есть такие как АМ сейчас 4-го тира, это тот, кто ману высасывает. Раньше он был за 1 монетку. Отлично. Только это мне нравится. Такое я люблю. Поставлю баф охотника. Но я возьму, наверное, острые наручи. Минуту. Да, возьму острые наручи. Как-никак я буду играть через богов орков. И поэтому острые наручи мне очень хорошо помогут. Помогут они чем? Во-первых, благодаря оркам у меня будут плотные фигуры. Даже несмотря на то, что будет против меня нежить, скорее всего, я уверен, что на 125 тысяч процентов она будет против меня здесь играть. И будет там керри Муэрта. То острые наручи мне помогут. Как минимум я закину его в Джаггера и тому подобное. У меня будет плотная фигура, которые будут нормально так поддушивать моего противника. Вот видите, срабатывает этот урон физический. Нормально поддушивать, короче, будет. Через Джаггера это тоже неплохо будет. Единственная проблема, мне нужны будут хорошие предметы. Без хороших предметов я ничего особо сделать не смогу. Мне нужен предмет 3-го тира, такой как божественный отпечаток в идеале. Потому что я смогу в таком случае поставить full горн. Full горн мне неплохо поможет против нежити. Неплохо даже он поможет против обычных охотников. Но... В общем, я немножко отклонился от сути. Сейчас на богах орках стало чуть сложнее играть. Да, там есть просто шикарный предмет. Это 4-го тира колечко новое. Шикарнейший предмет. Особенно на Джаггера, особенно через богов орков. Во-первых, он агрит всех в радиусе. То есть в радиусе, по-моему, 2 клеток он всех агрит. Это первый момент. Второй момент. Дает 20 хп регена и 120 урона блокирует. Урон блокирует как чистый, так и физический. Это жестко. Это реально жестко. Если, я не знаю насчет магического урона, но если он еще и магический урон блочит 120, забейте. Это супер лютый артефакт, который... Обалдеть. Жесткий нерв пант. Сделали 6% на то, что сработает призыв панда, либо любой синергии, любой из союзных фигур. Когда-нибудь у меня получится вам показать, как панда работает. Но по идее, когда у вас стоит одна панда, и у вас есть союзные синергии, любые, то, в синергии, фигуры, то вам придет одна из рандомных фигур. То есть вам может легендарка упасть. Но 6%, я скажу так. Я сыграл через панд 7-8 каток вчера, когда патч вышел. И чтобы вы понимали, мне ни фигура, мне пришла нефритовый генерал 2 раза. Это единственное, что за 7 каток
на раунде 30 плюс мне пришел нефритовый генерал. Все, то есть 2 панды у меня всего лишь было. Во всех остальных случаях мне ничего не пришло. Кто-то мне писал в чате нашем, телеграме, что ему пришла фигура Варлок из орков. То есть он играл через орков, поставил панду, и ему пришел Варлок. Варлок, который суммонит големов. Жестко? Не то слово. Варлок, который големов суммонит, легендарка, ему пришла на 5 раунде. Это жестко. Но чтобы достичь такого результата, извините меня, там надо, ну, жестко. Прям очень жестко. Вот. Что еще хочу сказать по поводу патча. На нежити стало овер легко играть. Нежить как осталась метой, так и есть. Жесткий нерв эльфов. Теперь через волшебников вы не поиграете на эльфов. Ну, точнее, вы можете поиграть, но толку от этого, если у вас 3 фигуры не будут иметь уклонения. У вас будут иметь уклонение только ваши эльфы. И все, и делай, что хочешь. Жесткий ап АМа. АМ в этом патче реально шикарная фигура. Я надеюсь, у меня получится вам его показать. Работает идеально через ведьмаков плюс троллей. Это прям, ну, намного жестче, чем Terrorblade. В разы жестче. Потому что, смотрите, если против вас играет Муэрта, у вас есть чистый урон. АМ выжигает всю ману ей, а потом еще и ультимейт сверху накидывает. То есть, как только достигается отметки 100 выжженной маны, все. Там АМ начинает так душить. Невменяемо душить. У меня, кстати, вы видели, сколько кабанчиков насумонено было? Нормально так кабанчиков насумонил. Вот бы мне орк в двойку этот пришел, было бы замечательно. Магешки, посмотрите, что пришел. Котел. На 8 раунде. Жесткий у него там... У него жесткий билд. Очень жесткий билд сейчас. Сильный стол. Но, и скажу так, на эльфов сейчас довольно-таки трудно играть. Трудно играть, потому что против вас, если будут собираться охотники, они почти в каждой игре есть эти охотники, то, естественно, что происходит? Правильно. Эльфы не работают. Ну как, они работают, но очень редко, и вас охотники просто испепелят. Особенно та же самая Муэрта. Муэрта же слишком жесткий персонаж, короче. Как был, таки остался. Проблема все та же. Боже, посмотрите, сколько кабанов насумонил. Еще и винстрик имею. Отлично. Ух ты. И бруда. Блин, так я могу бруду поменять сейчас на вот этого. Бруда сильный персонаж, особенно если сейчас острый наручей закинуть, то там будет замечательно, прям хорошо. Снайпера я скипаю, поставлю баф орков немного. Снайпера скипаю, наверное, ну я не знаю, либо буду играть через 6 охотников, пока не выйду в 6 орков и 4 бога. Либо же я буду играть через просто орков богов. Ну, не знаю, там посмотрим, что к чему. Там, ну, может, проиграю раунд, либо что-то еще. В общем, оттолкнемся от того, что будет сейчас происходить у меня по игре. Я еще хочу поговорить немножко про патч. Но это уже такое. Кстати, я вот этими тестами вчерашними слил себе рейтинг до короля 3, ну там чуть-чуть всего лишь, чуть-чуть. Это... Возможно, если получится в топ-3 зайти в этой катке, то я вам еще раз возьму ферзя. Как бы еще разочек. Тут звери собираются. Так, отлично. Но этого я душанул, хорошо. Этого я душанул, это хорошо. «31 монета на 10 раунде, плюс винстрик 6, в принципе, неплохо». Вот, в принципе, неплохо, да? Угу. Понимаете, мне немножко трудно сейчас это озвучить свою мысль. И помимо этого еще играть. Давайте подведем сейчас итог по патчу. Нежить осталась все той же имбой. Он чел даже ливнул, от счастья ливнул. Играл на гоблинах мехов с 0 монет, такой думает, да ну его, и ливнул. Вот. Короче, подведем итоги по патчу. По бырику. Ну, может, после предметов. Ну, в общем, нежить осталась все той же имбой. Муэрта, ну, даже нежить стала намного сильнее, чем была до этого. Многие сейчас экспериментируют шаманов через там волшебников и тому подобное. На самом деле это такой бред играть через волшебников. Так, Джаггер отлично. И охотник. Барабан возьму, потому что буду играть в дальнейшем через богов орков. У Магешки там хорошие маги, поэтому мне по-любому нужны будут боги-орки. Ему там неплохо повезло на котла, на всех остальных. То есть у него сильный стол будет, поэтому боги-орки мне помогут против его магов. А тут еще, кстати, маги такие неплохие. Поэтому мне по-любому нужно будет играть через богов-орков, плюс суммона. Ну, короче, такое.
Подведу итог по патчу еще раз, да, это я уже который раз говорю об этом, но подведу еще раз. В общем, нежить через Муэрту. Короче, нежить осталась стабильно. Она будет еще душить эту мету очень-очень долго и очень-очень сильно. Ничего не поменяли нежити. Нежить осталась такая же сильная. Шаманов жестко нерфанули. А вот магешка пришел. Давайте сейчас посмотрим этот момент. Ну, понятно, тут я винстрик потерял. Ну ладно, у меня хотя бы, знаете, у меня 40 монет. И все такое. Я к нему вернусь. Я когда богов орков соберу, я к нему вернусь, я его раскручу своим джаггернаутом. Главное, чтобы не джаггернаут пришел в троечку. В общем. Боги-орки. Точнее, нет, я говорил за шаманов, поэтому шаманы. Шаманов люто нерфанули. Вот прям люто нерфанули. В чем прикол теперь шаманов? Теперь шаманы, когда вы 6 шаманов собираете, они могут перевоплощать предметы, которые находятся непосредственно в фигуре. И что я хочу сказать на эту тему? Жесткий рандом. На предметы, да, вам могут упасть обалденнейшие предметы, которые только могут в этой игре. Прям там, не знаю, там агоним, там прям радики всякие и тому подобное. То есть такие предметы могут вам упасть. Минус. Насколько я заметил, теперь 6 шаманов перевоплощаются всего лишь один раз. И самый лютый минус, вот самый-самый огромнейший минус, это то, что шаманы перевоплощаются после того, как используют способность, либо же предмет в инвентаре. И я думаю, вы все прекрасно понимаете, в чем прикол для нежити. Нежить раньше не могла понизить там здоровье, убить шаманов быстро и тому подобное. Сейчас же, ух ты, а вот эта вот заявочка хорошая. Там еще есть ведьмаки, поэтому, возможно, я сделаю ведьмачков. Отлично. Да, такое мне нравится. Вот. Дико извиняюсь, мне просто нужно еще и подумать по катке, что мне делать. Возможно, я покажу вам АМ в этой каточке. Боже, у Магешки такой сильный стол, чтоб мне так приходило, алло. Неплохо ему там пришло. Чел максимально строил свои все деньги, сыграл на риск, по итогу риск оправдался, у него хорошие фигуры и сильный стол. Еще и 98 хп имеет. Ну, прикольно, да? Ну, кстати, видели, как АМ только что душанул? Бэм! Вот как АМ душит сейчас. АМ это такая заноза стал. Ух ты. Так, и усиление, и еще одно усиление. Ну, в принципе, кстати, я могу же поставить этих ребятишек. И Трента, и Инчу. Как... Ну, это будет огромный кусок от хила. Огромный кусок от хила. Закинул сейчас Трента шмотки. То и, в принципе, все. У меня еще и Леон в двоечку со старта. Там прям замечательно. Вот прям шикарно. И вот, нежить спокойно теперь разбирает шаманов до того, как они перевоплотятся. Если у вас нету никаких там арканцов, цепочки и тому подобное, те предметы, которые моментально юзаются, ваши шаманы должны использовать способность, либо же активировать предмет. И вот вы сами, я думаю, понимаете, насколько же это тильтованная тема. Смотрите, реализация АМа, смотрите. Ну, не успел чуть-чуть он. Ладно. Ну ладно, он всего лишь... Он не под шмотками, не под всем, но тут еще и воина, поэтому мне немножко было трудно. Ну ничего страшного, мы сейчас вернемся к тебе еще. Раскрутим тебя как следует. Дико извиняюсь, что я теряюсь в смысле, потому что ну трудно объяснить про патч, про изменения. Еще по катке думать, что мне, как лучше сыграть. Но одним роликом таким я могу пожертвовать, где я попытаюсь максимально дать вам информацию по патчу, еще и каточку хорошую прокомментировать. Магишки нормально так везет, там я смотрю. Кстати, у меня сейчас, видите, где разорчик стоит? Сейчас АМчика туда поставлю. Вот так вот. Я его разора задушу. В общем, давайте быстро, кратко, по теме. Боги-орки. Возможно, через горн я буду здесь играть, потому что через шаманов вряд ли у меня получится. Поэтому боги-орки плюс горн. Либо же шаманы. Тут 50 на 50. Кстати, надо было Леона поменять. Быстро. По патчу. Нежить это... Ах ты, еще и 6 людей поставил. Боже, он сейчас столько книжек себе накрафтит. Да. Мало ли того, что сильный стол, так еще и книжки. Понял, принял. Не осуждаю. Ну, боги-орки мне помогут против тебя. Если ты будешь играть против магов, а потом не перестроишься в ведьмаков и драконов через Свена, то будет все замечательно.
Так, мы берем уровень. Мне нужно быстро выходить в уровень. Так, и... Я возьму барабаны. Возьму барабаны, так как для текущих орков, которые у меня есть, мне нужны барабаны. Обидно, что мне не упал хороший предмет. А где мой Джаггер, кстати? Ой-ой-ой. Не, ну палка неплохо. Палка неплохо, потому что она будет быстрее ману сжигать. Главное, чтобы сейчас Магешка не выигрывал. Будет выигрывать, у меня будут проблемы. Он возьмет себе максимально быстро 12 уровень и будет душить. Вот смотрите, сейчас что им будет творить. У меня всего лишь палка в нем. Смотрите, чпуньк. Бум. Очень жесткий тип. И, кстати, он бьет приоритетно тех, у кого есть мана. Самый главный момент, он бьет, ну, насколько я сейчас замечаю, он бьет только тех, у кого есть мана в приоритете. А остальных он не бьет. И когда он сжигает 100 маны, не конкретно у одного персонажа, а в целом 100 маны сжигания вместе соберется, он наносит ультимейт, который работает в области, дает стан, множитель там, по-моему, x4, x8 и x16 на способности. Короче, жесткий. АМ сейчас очень жесткий. И, кстати, работает на манту. И не закидывайте маску второго тира, которая дает Silence. Если вы закинете эту маску, которая дает отхил плюс Silence плюс скорость атаки, короче, мом не закидывайте. Если вы закинете мом, то у вас будет проблема. Проблема будет в плане того, что он не будет кастовать свою способность. Вот смотрите, смотрите, сейчас что будет. Чпуньк. Чпуньк. Был бы он у меня второго тира, я бы этого гоблина без шансов вынес. А, так я его и походу и сейчас вынесу, да? У меня сейчас кабанчиков миллиона сумонится. Неубиваемый тренд, который всю синергию гоблинов вертел на одном месте. Ну да, походу. Эх, ну что ж поделать. Что ж поделать. Тренд он такой. Тренд он такой. У меня уже, кстати, 8 уровень будет на 18 раунде, что неплохо. Неплохо. Кабанов, отряд кабанов. Неплохое усиление. Неплохое усиление, но не сказать, что оно прям вовремя, это усиление. Так, 4 орка поставлю. Лучше у меня будут фигуры плотнее. Магешка уже 6 людей, 6 магов. Сложно. Неплохо, неплохо. Мало ли того, что фигуры сильные, так у него еще и... Ну, короче, в целом у него все хорошо. У него все хорошо, но ничего страшного. Я думаю, мы с ним расправимся. По крайней мере, у меня им правильно стоит, когда будет его разора пинать. О, пришел, смотрим. Чпуньк, чпуньк. А что такое? А что такое? Способности мы... Ой-ой-ой-ой-ой. У Эма еще 40% сопротивления родного. Там прям, ну, дичайше он душит. Минус 8, видели сопротивление? У него баф 6 магов стоял. АМ, короче, собирайте АМа через троллей ведьмаков. Сильный персонаж. Но мы сейчас, давайте сейчас к этому вернемся. Подведу итоги по патчу. Вот наконец-то мы пришли к этому, что я сейчас сосредоточен на мысли, потому что менять мне здесь в целом ничего не надо. Чел уже на МРТ в двойке. Окей. Шаманов люто нерфанули. Я считаю, жестко нерфанули, но и бафнули. Но в мете, когда нежить есть, шаманов люто нерфанули, я все-таки считаю. Потому что пока вы не используете способность либо предмет, они перевоплотиться не могут. И 4 шамана, если что, если вы собираете 4 шамана, предметы теряют. Работает только 6 шаманов. Если же у вас получается собрать 6 шаманов, обязательно нужна ЦМ через волшебное зеркало, и вам нужно жертвовать бесполезными предметами в шаманов, чтобы они их перевоплощали. Но тоже там могут рандомные быть предметы, поэтому я бы не особо рекомендовал это делать. Ну а там дальше думайте сами, как вы считаете. Я считаю, жестко нерфанули шаманов. Неоправданно жестко. Лучше бы оставили все как было, повысьте стоимость этих шаманов, жесткой сборки, но уберите вот эту тему, чтобы вы юзали способность, либо предмет, чтобы они перевоплотились. Я считаю, это жесткий нерв. Это мое мнение. Что думаете вы напишите в комментариях. На нежити стало максимально просто играть. Максимально. Нежить держит свой винстрик, нежить держит свою мету. Ну, нежить это есть нежить. Я думаю, все прекрасно это понимают, и, в принципе, тут добавить нечего. Ну, в принципе, на этом тут все, мы закончили по поводу нежити. Даже о ней говорить не стоит. Нежить не меняли, все замечательно. Шаманов не рфанули, это понятно. Боги-орки играются на самом деле довольно-таки так же. А, вон чел на скилле, видели?
У чела скиллуха там появилась на 8 уровне, он нашел цвет. Он цветку, пятерку на 8 уровне нашел. Скилл. Скиллуха. Ух, какой скилловик. Ой. Ладно. Есть новые предметы. Мантия короля, я ее еще не тестил, не знаю о ней ничего, но знаю то, что предмет 4 тира, кольцо, которое дает 120 блока, 20 хп регена и в радиусе агрит, ребят, это кольцо невменяемо сильно. Невменяемо. О, цепочка, отлично. Цепочку я люблю, цепочка мне надо. Жалко, Джаггера нет у меня в двойку. Я, кстати, наверное, попробую предмет этот пересобрать, чтобы ману плюс 40 получить. Все, отлично. Шикарно. Вот. Но у Магешки прям там жесткий стол. Там он еще разора попытался спрятать, но не получится. Я что знаю, где он находится, этот разорчик. Вот. Ведьмаков полностью убили, я считаю. Объясню почему. Теперь у вас все фигуры становятся с чистым уроном, но баф демонов работает только от самих демонов родных. То есть, если у вас, допустим, стоит 4 ведьмака, из них, соответственно, 2, 1 демон, и вы ставите 2 волшебников, не демон, то есть Гранд-Геральт и Морская, допустим, да, вот эти 2 волшебника. Ой-ой-ой-ой-ой, какая у меня... Ой-ой-ой, у меня расстановка ужасная. Я думаю, вы и так понимаете, почему у меня ужасная расстановка, да? Он меня своими палками душанул, у него 3 МК, ну, ошибка. Огромная ошибка была, но он нашел цветку, о чем говорить. Ой, отлично. Смотрите, если у вас, допустим, стоит 4, у вас 10 фигур, вы собрали 4 ведьмака. Бонус вы получите только от фигур демонов. Ваши все союзные фигуры получат чистый урон, но прибавку от демонов вы получите только за самих демонов. То есть, допустим, у вас 10 фигур и есть 3 демона, да, 2 волшебника, 1 ведьмак, ну, вот 3 фигуры, вы получите бонус 30% к урону. И, соответственно, если этот демон умрет, вы получите минус 10% бонуса. То есть, надбавки у вас не будет. Я думаю, это все прекрасно поняли. И как бы добавлять здесь нечего. Вот опять маг. Чпунг. А у меня М. Как мне нравится, когда они высасывают ману и душат. Душат, смотрите как. Котел уже с аганимом. Но все равно не поможет. А им сильный персонаж, ребят. Очень сильный. Так, отлично. Шамачик не пришел. Будем играть через Горн. Думаю, Горн мне поможет. О, ну кто же сомневался, видели? Джос Видал, он хоть и имеет лустрик, но он только что вынес чувака, у которого был винстрик. Замечательно, прекрасно. Ну, мне больше нечего даже добавить на этот счет. Все, что нужно знать про нежить в этой мете. Чел только играет еще, если что, через 7 уровень. Магешка уже драконов там делает. В общем, я пока нацелюсь на Магешку, но я что-то более чем уверен, что Джос Видал на своей нежити вернется. Так, это звери. Ну и в целом по патчу мне больше нечего добавить. Ведьмаков нерфанули, жестко нерфанули. АЭМа люто бафнули, рекомендую АЭМа собирать через троллей же и через ведьмачков. Это прикольно, потому что когда АЭМ добирается до Муэрта, он же с чистым уроном пробивает ее. Он с чистым уроном ее пробивает, высасывает у нее ману и накидывает свои способности, там без шансов разваливает. МК в 4 тира сделали, теперь кунг-фу собрать абсолютно легко. Кунг-фу все так же осталось метой. Даже я бы сказал, еще сильнее осталось метой, потому что вы собираете МК через физкерри, либо же вы собираете Марси через, как обычно, через плотность, через предметы плотности и тому подобное. А если вы еще получите артефакт 4 тира на... Если вы получите артефакт 4 тира, который 120 блока дает агрессию и все такое, то поверьте, ваше кунг-фу будет максимально жестким. Я думаю, я покажу еще в роликах все такое. Я сделаю еще отдельный ролик по обзору патча, чтобы вам максимально подать информацию. Мы все это обсудим, поговорим. Но пока я не разберусь полностью в патче, не пойму, что является метой и тому подобное, я вам не буду как бы выкладывать всю эту информацию. В этом нет смысла, и моя информация будет некорректной. Поэтому
на текущий ролик, который вот сейчас играю, я вам сказал то, что я понимаю в этой игре сейчас. То есть то, что я понял за вчерашний день. Ну, спасибо, Джаггер. 25 раунд мне приходит Джаггер. В двойку. Понял, спасибо. Благо у меня хотя бы деньги есть. Мне бы еще сейчас 4 бога, и было бы замечательно. Кстати, в идеале, чтобы не упал шар бездны. Зачем он мне нужен, вы скажете? Я вам объясню, я вам объясню. Против мага. Магешка жесткий маг. Там маг 10-го поколения. Поэтому против магешки будет тяжело играть. В целом, было бы у меня сейчас Джаггер в тройку, фулл боги, проблем бы не было. Ну, мне по-любому нужен шар бездны. С шаром бездны я буду чувствовать себя намного увереннее. Это, конечно, классно, что мне приходит этот шаман, но он сейчас не приоритетен для меня. Мне Не, ну шарбезный я возьму. Там жесткий маг, и без шарбезны мне будет очень-очень неприятно. И неприятно это я говорю не в том смысле, что терпимо. Это будет жестко. Меня жестко будут так разминать. И разминать мою пятую точку. Кстати, посмотрите на мою вообще в целом синергию. У меня 56 хп, 50 монет, а синергии-то нет вообще. Нету ни богов, ничего такого. Ну, вроде бы я всю информацию по патчу сказал. Если что, в телеграм-канале я выложил в целом там изменения в скриншотах, все как надо. Поэтому вдруг кому чего непонятно, то заходите в телеграм-группу, там есть скриншоты, что изменили и тому подобное и так далее. Ну и, соответственно, можно в чате спросить, что вам непонятно, и вам ответят. Так, еще один шар бездны. Не, ну, две пары шаров бездны мне нормально. 2 пары мне нравятся. Мне бы... О, секретная супер... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну это нам надо. Тренд мне уже не нужен. Тренд слабоват будет. А фулл орков, кстати, надо поставить. У меня будет 2 бога пока что, но фулл орки мне тоже понравятся. Ну, они не будут, скажем так, лишними, эти фулл боги. Тебе отхил, тебе так, это так. Ну и в Джаггера. Все-таки там магешка играет через магов драконов, и Джаггеру ни в коем случае не будет. Это минусом закинуть шар бездны. А ему вообще плевать, смотрите. У меня еще М в двойку, сейчас он так жестко душит. Джбуньк. А М сейчас, конечно, прекрасный персонаж. В конце ролика, я думаю, подведу итог по поводу того, что насколько себя боги-орки чувствуют в этом патче. Но я думаю... ну вот, смотрите, видите, Джоз Видал уже 9 уровень имеет, 9 нежити. Короче, нежить не поменялась от слова совсем. Нежить как осталась душной, так и осталась душной. И разрабы этого не ощущают. Ну, как я говорил уже ранее, разработчики не прислушиваются к мнению своего комьюнити, им плевать абсолютно. Кстати, напишите в комментариях сейчас, вот я пока вспомнил сейчас, байт на комментарии. Сейчас, секундочку, после катки. Смотрите на Эма. Там Джаггер в тройку чел собрал. 8 уровень, естественно. 9 воинов он не поставил, но Джаггера в тройку он собрал. Но тем не менее, у меня посмотрите, какая Эм его душит. Мало ли того, что башеры есть.
Ну, естественно, когда он крутится, то урон АМ не наносит своим ультимейтом. Но это... У него еще мана регенилась из-за того, что... О, минус, минус. Отлично, отлично. Сейчас ко мне Джаггер должен приходить. Отлично. Так вот, бать на комментарии. Напишите в комментариях, когда мне придет хан. И когда я взял 10 уровень. То есть комментарий должен составляться из двух частей. Когда я взял 10 уровень и когда мне пришел хан. Вот. То есть пишите, 10 уровень взял я на раунде таком-то, хан пришел на раунде таком-то. Почему я говорю об этом? Потому что у меня 6% шанс выпадения на легендарную фигуру. Я напомню, что чел Айон нашел цветку на 8 уровне. И очень рано. Возможно, мне надо... Вот, я хочу попробовать. Цепочку возьму. Мне нужен магический урон, как-никак в цепочку. А, так он еще и цветку в двойку нашел на 8 уровне. На 9 уже. Уже на 9. Но тем не менее, все равно. Прикиньте, чел нашел себе цветку в двойку. Ну, неплохо ему, неплохо. Ладно. Не завидую ни грамма. Он мне сейчас еще и вынесет, да? А, он Айон вынес. А, не, подожди, маги. Ну, магишка его выносит, а я его не выношу. Обидно. Мне не хватает предметов. Были бы у меня предметы, было бы все четко. Ну и Джаггер, естественно. Солнечный шаман у меня как бы есть. Может, цветка придет, там, не знаю, снизойдет ко мне. Надо богов поставить, как по мне. 6 орков я не думаю, что прям сильно будет, а вот боги были бы сильные. Леона бы я хотел в тройку апнуть. Апну Леона в тройку, то у меня будет такой минимальный КД на способности. Он и так будет минимальный, а тут еще у меня будет Леон постоянно высасывать ману и... скажите, я вам скажу. Минимально высасывать ману и сразу откатывать способности. То есть он будет с минимума там высасывать в троечку, если собрать. Короче, я хочу попробовать просто Леона в тройку собрать. Под всем моим вот этим вот будет жестко. Под моей комбинацией будет прям замечательно. На самом деле игра довольно-таки тяжелая. Ну, кстати, я сейчас так понимаю, что, наверное, солнечного шамана я зря в двойку собрал. А толку мне от него? Если мне хан не придет, то... Эти предметы мне не нужны. А, ну, да, конечно, конечно. Башер это ж полезная тема. Очень полезная тема этот башер. А что там по хану? Угу. Угу. Ладно, Леона пока скипну. Надо Грангиральна апнуть, Леона. Я думаю, один шар бездны можно скипнуть. 2 пары концов у меня есть, поэтому 2 креста... О, масочка, отлично. Масочка это то, что нам надо. Масочка это хорошо. В самом деле мне не хватает по одному персонажу к шаману лавы и один персонаж орк-охотник. И там будет прям дико. Ох, душану я его. Джаггера в тройку не хватает. Тяжело без Джаггера в тройку. Ну, как мы видим, да, меня душит. Даже маска на отхил не помогает. Непонятно по какому принципу. У меня маска и цепочка. Алло. Можно, ну... А чё котел такой, ну, жесткий? Из-за того, что у него есть отпечаток бога? Из-за этого он такой жесткий? А Эма я не буду собирать. Тройку мне его не получится собрать. Но думаю, вы сами увидели, насколько мощная М. У меня, ну, такой, так забит стол, объективно. Я, кстати, неправильно аж поставила Эма.
хочется шарбезно скипнуть, но... Ну, давайте посмотрим, что с нежитью сейчас будет. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Или да. Или да. Ну, как всегда, Муэрта, когда в своей форме, она полностью нивелирует весь физический урон, поэтому АМ не смог нормально им ману высосать. Плюс у нее тычки там были. Короче, сами видите, что с Муэрта. Сейчас он еще раз ко мне придет и меня вынесет. Если у меня не будет усиления жесткого, то он меня выносит. О, отлично, одно усиление есть. И шаманка пришла, но... Так, отлично. Так, давай, еще чуть-чуть. Так, отлично, есть усиление. Есть усиление. Яичко есть. Давай, еще один джайер, еще один. Ну, тут тоже неплохо. 2 яйца даже есть. Так, шаманку я продам, я не буду через шаманов играть. Есть 2 тройки. Короче, нужно выставлять сейчас фулл орков. Скипать АМа. И надеяться, что ко мне придет хан. Вот надеяться на то, что придет хан. Чпуньк. АМ, души. Души, АМ. Души. Боже, как жестко он душит. Обожаю АМа. Красава АМ. Правда, Лина его душанула. Ну вот урона почему-то по котлу вообще нету. Что у этого котла? У него только божественный отпечаток, и тем не менее урона вообще нету, несмотря на то, что у меня есть цепочка. То есть у меня есть предмет на магический урон, но все равно его не хватает. У меня еще сейчас чел ману высасывает, он меня еще и убьет. А, ну благо не убьет, у меня есть башер. Получается, башер полезная вещь? А, так ничья будет. Ну без Джаггера тройку будет сложно. Надеюсь, ко мне сейчас нежить не придет и не вынесет полностью. Я буду верить в это. Тяжело против нежити очень тяжело. Душит меня максимально нежить. То есть магешка душит нежить, так как у него ну, реально сильный стол магический. А нежить душит меня из-за того, что у меня нету орков. Были бы у меня полный орк, у меня было бы куча хп. И он бы не смог меня так быстро вносить. Ну еще он душит тем, потому что у меня Джаггер в двойку. Был бы Джаггер у меня в тройку, была бы совершенно иная ситуация. Я, кстати, расстановку поменял не просто так. Я поменял расстановку из-за того, что, во-первых, у меня есть шарбезны, которые кучно работают, плюс есть у меня бусы, которые хилят. А в-третьих, у меня АМ АФК стоит и выносит чела этого. Нормально так. Минус 18. Маловато, конечно, но минус... О. Бог ты мой, вы гляньте, кто ко мне пришел. Вы гляньте, кто ко мне пришел такой. Сейчас, короче, после 35-го раунда мне надо будет попробовать найти орка и ставить фуловых орков. Я, конечно, надеюсь, что мне придет хан. Чел на нежити хотя бы будет долбиться в этот горн, а не в мои фигуры. Это пока что моя надежда. Слушай, нежить, а тебе там немного так приходит? Благо у тебя Муэрта не в тройку. Мы сейчас еще Спектра придет в двойку. Еще Муэрта в тройку. Но ему хорошо везет. Ну, нежить есть нежить. Как я говорил, нежить осталась проблемой, поэтому я больше к этому возвращаться. Ну, я в конце ролика подведу итоги. Поговорим за патч в конце ролика. Сейчас вот просто покатаем. Просто покрутимся. Вот, кстати, выпал посох. Сейчас, мгновение. Ну, давайте одного орка. О, отлично. Отлично. Это хорошо, то, что мне сейчас... О, сейчас вы оцените мощь этого предмета.
Даже двух этих предметов. Смотрите. Вот это кольцо дает 20 хп регена. Это раз. Второе. Дает 120 блока физического урона. Магического не знаю, вот как раз проверим. Башери, наверное, оставлю. А вот эти два предмета мне хотелось скипнуть. Но у меня тогда будет очень долго мана регениться. Прям катастрофически долго мана регениться будет. И вот этот посох, который мне упал, третьего тира, он теперь работает немного иначе. Каждый стак повышает ваше количество хп на 10%. То есть раньше оно повышало магический урон, теперь же оно повышает хп. Каждый стак повышает теперь хп. Мне очень интересно, работает ли это блокирование 120 на магический урон. Если это работает на магический урон, то все, там нежити нет шансов. Хотя, на самом деле, что нет шансов? Там Муэрта с 1000 урона будет со старта. Так, отлично. Чела мы теперь душим. Шикарно. А где хан? Что там с ханом, ребята? Хан выйдет сегодня погулять или нет? Мне бы с ханом было намного проще играть. Вот смотрите, у меня сейчас 9 стаков, и у меня получается на 90% хп выше. Но мне вот знаете, что интересно? Есть же еще баф орков. Когда вычисляется вот это усиление хп? Когда баф орков сработает или до? Кто знает, напишет в комментариях. Потому что я еще недосконально выучил этот патч. Многие моменты я еще, скажем так, смотрю, изучаю. Так, Магешка. Душите его. Так, Магешка вынес нежить. Красава. А мне бы его теперь вынести. Ну, вроде бы посох вот этого третьего тира, который дает сейчас умножение хп, довольно-таки неплохой предмет. По крайней мере, мне он нравится. Так, ну понятно, все. Ну тут у Магешки нет шанса, пока он не перестроится. Как только Магешка перестроится в какой-то иной билд... Ребята, помните мой комментарий, который я там говорил? Я думаю, вы помните тот комментарий, поэтому пишем в комментариях, на каком уровне я взял, на каком раунде я взял 10 уровень. Это первый момент. Второй момент. На каком раунде ко мне пришел хан? Я вот просил в комментариях не написать, поэтому напишите мне в комментариях. Мне интересно. Проверим мои удачи. Я, кстати, сейчас Джаггера поменял местами, но надо было на последней секунде поменять. Либо же вообще в центр надо было Джаггера поставить, чтобы он просто взял и раскрутил бы там всех в середине. Быстрее бы раскрутил, быстрее бы раунд закончился. Правильно? Вайпера, кстати, изменили. Теперь Вайпер немного по-другому работает. Говорят, что Вайпер теперь лютая имба, хотя сомнительно как-то немного. Сомнительно. Так, он там Свена купил уже. Благо у него денег нету. Я, конечно, удивлюсь, если он успеет пересобрать себе в другого какого-нибудь Керри. Но я возьму бессмертие. Шар бездны я, наверное, отдам тебе. Бессмертие заберу себе. У меня сейчас будет тонна хп. Правда, урона маловато, конечно, но это я не думаю, что слишком сильная проблема. Ну вот, Горн, кстати, против магов плохой предмет, как по мне. Не предмет, а синергия. Что думаете? Ну, против магов, я думаю, нет смысла Горн ставить. Вот если был бы у меня полный Горн, вот тогда имел бы смысл. Но мне тогда... А, так все, магешка закончился. Ай-яй-яй. Ну, это боги-орки, ребят. Боги-орки магов контрят, как обычно, сильно. И даже намного сильнее. Кстати, Ферзя снова взял. Только недавно взял Ферзя и снова его взял. Ну, красиво. Магешке респект. Хорошо сыграл. Но ему там фартило нормально так. Книжек он насобирал прям тонну. Вот как-то такая синергия у меня. В общем, ролик немного был сумбурный, дико за это извиняюсь, но я пытался играть и рассказывать про патч, но, наверное, лучше всего, если бы я рассказал про патч в конце ролика, да? Ну, вы напишите в комментариях, насколько ролик хорош получился. То есть дайте мне фидбэк по поводу этого ролика. Потому что, как по мне, он был сумбурный из-за того, что я пытался все в кучу вот это вот закинуть. И про патч, и про игру в целом, и комментировать, и эмоции выдавать. То есть
Я жду от вас полноценный фидбэк на этот счет. Надеюсь, ролик все равно получился классный, развлекательный, познавательный. То есть, мне интересен этот фидбэк. Теперь подведем эти итоги. Быстренько, так, вкратце. Нежить все та же имба. Законтрить ее, конечно, можно, но теперь намного сложнее. Шаманов люто нерфанули, но и бафнули. Но, как я считаю, их жестко нерфанули. Их нужно было как сделать? Чтобы предметы оставались те же, либо же также перевоплощались, но в более какие-то подходящие, там, под мага. То есть, допустим, если вам в котла выпадет 3 МКБ, либо 4 МКБ, это такой себе предмет. И тоже, нежити теперь стало намного легче играть против шаманов, потому что шаманов стало нереально тяжело собрать, это первый момент. Второе, они должны еще перевоплотиться. А как мы знаем, нежить спокойно может ваншотнуть всех этих шаманов, потому что 50% хп она резанет, и все. И гуляй, Вася, на матрасе. Ой, я недоволен. Вот шаманами я жестко недоволен. Зато нежить апнули. Пацаны теперь будут играть только на нежити. Красавцы. Возможно, эльфов нерфанули. На эльфы, баф эльфов работает только на эльфов. И даже если вы играете через волшебников, то у вас только будут эльфы под бафом. Все остальные не будут. Жесткий нерв. Там их немножко, соответственно, бафнули. Но я считаю, все равно это нерв. Ведьмаков люто нерфанули, но бафнули АЭМа. Я доволен АЭМом, его сильно бафнули, но тоже он сломанный. Он сломанный, потому что если вы собрали ведьмаков троллей, то есть у вас будет чел, который ведунчик. Вот у меня был такой чел, он на 6 уровне поставил волшебников, не волшебников, подождите. Короче, на 6 уровне. То есть это где-то 12 раунд или какой-то там, у него 50 монет, АМ в двойку. Он тупо собирал троллей ведьмаков. И что вы думаете? Он с АМом в двойку выносил все столы, которые только можно. Все столы, он его закерил и все. Чистый урон спокойно нежить душил. И так далее. Это было жестко. Там даже чел, противник ему выставил 9 воинов, но это не помогло. Но он выставил 9 воинов тогда, когда у него не было ведьмаков. Но это тоже ему не помогло. Просто АМ сильно душанул. Чтобы вы понимали, там чуть ли он не нон-стопом накидывал свой ультимейт, особенно когда находил Аганим, там просто взрывал всех массово. Поэтому, если вам упал АМ в двойку, собираете троллей, ведьмачков и выносите все столы. Абсолютно. Главное, что с помощью предметов пришли. А Аганим must have, если он у вас не в тройку АМ. Думаю, тут и так понятно. В принципе, все. Кого там еще такого? Куча новых предметов. Самый лютый предмет это колечко. Мне он очень понравился. Это кольцо, оно нереально мощное на воинах. И вот под богами-орками против физухи хорошо работает. Я, кстати, не заметил снова момент. Это вы мне в комментариях напишите. Как вам... Точнее, не как вам. Работает ли это кольцо на магический урон? Если работает на магический урон, то замечательно. Реально замечательно. Но это жестко на самом деле. В общем... Что думаете по поводу этого ролика, вы напишите в комментариях. Если ролик понравился, не забудьте оставить свой лайк. Естественно, не забудьте подписаться на мои каналы, потому что на ютубе цель 5000 подписчиков, а на телеге 1000. Телега закреплена, если что, в комментариях. Там я пишу информацию по игре, обновления, и у нас там чат комьюнити. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!